Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт торта, который пробовали, по-моему, все, но, может, готовили не все. Мне кажется, этот рецепт был очень распространен и в 90-х годах, и в 2000-х, и в 80-х. Я его начала печь, мне кажется, в 83-м году первый раз я его испекла. Торт называется «Герцогиня». Может быть, вам вначале покажется, что рецепт сложный, но он очень легкий в приготовлении. Продукты идут самые доступные. И мне кажется, он получится у всех. Мне даже не кажется, это точно. Он получится у всех. Этот торт отлично подойдет ко всем праздникам. На день рождения, а сейчас, к 23 февралю, это вообще замечательный подарок для всех наших мужчин. Попробуйте испечь этот торт, и мне кажется, вы все останетесь довольны. Ну что, мои дорогие, начнем печь? Сегодня я начинаю приготовление с крема. Крем у меня будет заварной, поэтому в небольшую кастрюльку отправляю одно яйцо, 100 грамм сахарного песка. Все это нужно будет хорошенько перемешать, чтобы желток полностью смешался с сахаром и не было никаких у нас желтых таких комочков. Потом в креме добавляю 60 грамм кукурузного крахмала и 600 миллилитров теплого молока. Постоянно перемешиваю, чтобы у нас не было никаких комочков. Кто хочет сделать заварной крем на муке, нужно будет заменить крахмал на 3 столовые ложки, полные 3 столовые ложки муки. Доливаю остальное молоко, постоянно помешивая. Включаю плиту и на небольшом огне нужно будет крем проварить до загустения. Это занимает где-то 3-4 минуты. Постоянно помешивая, не отходим от плиты. Вот такой крем получается. Убираю крем с плиты и переливаю в чистую посуду. Добавляю сливочное масло 100 грамм. Ванилин или ванильный сахар. Здесь у меня ванильный сахар в пакетике 7,5 грамм. И нужно будет хорошенько перемешать. Смотрите, мои дорогие, кто любит медовые торты со сметанным кремом, можете прекрасно сделать сметанный крем. Но мне нравится вот именно в этом торте заварной крем. У нас будет сегодня карамельно-заварной крем у нас сегодня будет. И вот до такого состояния я перемешала все масло уже, накрываю пленочкой. И нужно будет крем очень хорошо остудить. Можно будет крем сделать с вечера. 5 яиц. Сейчас занимаемся уже приготовлением теста. Щепоточка соли. Духовку включаем разогреваться на 170 градусов. Начинаю взбивать яйца. Добавляю 150 грамм сахарного песка. Сахара. Здесь, кто не хочет, чтобы торт был очень сладкий, можете уменьшить сахар до 100 грамм. Но я вам показываю, так сказать, оригинальный рецепт, как я его пекла всегда. Яйца я взбивала 6 минут, вот до такого состояния. Яйца нужно хорошо взбить сахаром. Начинаю добавлять мед. Меда у нас идет 80 грамм, это приблизительно полные 4 столовые ложки. Мед у меня вот такой жидковатый. Если у вас мед густой, то чуть-чуть разогрейте его. Или в микроволновке, или на водяной бане. Добавляю 50 мл растительного масла. Можно растительное масло заменить сливочным. Растопленным, конечно. И 100 грамм орехов грецких здесь у меня. Орехи я перемолола в блендере, но буквально секундочку. Они у меня крупно так нарезанные получились. Если хотите, можете нарезать. И чайная ложка соды. Соду, конечно же, можно заменить разрыхлителем. Ну, как я вам уже сказала, я делаю именно по старому рецепту, поэтому я ничего не заменяю. Я делаю так, как я его готовила всегда. Очень-очень давно. Ванильный сахар, пакетик. И все это аккуратненько перемешиваем именно по часовой стрелке. Добавляю муку
200 грамм муки у меня уже просеянной, но я ее еще раз просеиваю сверху. И все это аккуратненько перемешиваем. По идее, время у нас ушло 6-7 минут только на яйца, чтобы яйца взбить с сахаром. А так весь торт готовится очень быстро. Вот такое тесто получается. Воздушное. Берем форму 26 сантиметров в диаметре. На дно я застелила бумагу. И приблизительно тесто делим на 3 части. 1/3 отправляем в форму. Это получится, если вы будете делать по весам, то это получится приблизительно 300 грамм. Распределяем равномерно. Постучу, чтобы тесто у нас легло ровненько. И отправляем выпекаться. Корж у меня выпекался 12 минут. Корж будет у вас выпекаться от 12 до 15 минут. Быстро выпекаются коржи. Они очень мягкие, очень нежные, не похожие на медовые коржи. Поэтому с ними нужно очень аккуратненько работать. Переносим на решетку и остужаем. Точно так же вторую часть отправляю в противень, в форму. И таким же образом нам нужно будет выпечь и третий корж. Я уже, конечно, вам не показываю третий корж. Переворачиваю каждый корж и снимаю бумагу, пока они тепленькие. И сейчас уже мы займемся, конечно, остальными приготовлениями. Сегодня нам понадобится чернослив. 200 грамм чернослива. От чернослива, от всех 200 грамм я отделяю 5-6 штучек. Это на украшение, опять-таки по желанию. Остальной чернослив нам нужно будет порезать на мелкие кусочки. Подготовили чернослив и отложили в сторону. Крем полностью остудился, он должен быть холодненьким. И нам понадобится вареная сгущенка. Добавляю банку вареной сгущенки, 390 грамм у меня банка. Смотрите, мои дорогие, кто живет и начинаю взбивать, кто живет, где не бывает сгущенки вареной или тяжело ее достать, я вам, если вы, конечно, хотите, напишите мне, я вам покажу, как можно сделать вареную сгущенку в домашних условиях без сгущенки вообще. Добавляю в крем. Крем буквально я не взбиваю, я его хорошенько перемешала. Добавляю чернослив, еще раз перемешиваю. Вот до такого состояния. Вот такой крем у нас получается, карамельно-заварной, очень вкусный этот крем. С добавлением чернослива. Орехи я в крем не кладу, орехи у нас пошли в тесто. Вот такие 3 коржа. Получается, они очень мягкие, не похожие, как я вам уже сказала, на медовые коржи. Торт получается нежным, бесподобным. Начинаем собирать торт. На дно, конечно, чуть-чуть крем. И укладываем коржи. 4-5 столовых ложек крема на каждый корж. За счет того, что коржи у нас получились вот такие нежные и мягкие, крем очень быстро пропитывается. Он пропитывается даже быстрее, чем за 12 часов. Точно таким же образом и второй корж смазываю кремом. И третий корж. Остальной крем наношу на бока. Весь крем у меня ушел. Здесь у меня еще 100 грамм орехов грецких. В общей сложности уходит 200 грамм. От 200 грамм я отделила буквально 5-6 штучек, опять-таки, на украшение.
100 грамм пошло в тесто и 100 грамм на, так сказать, опять-таки на оформление торта. На бока и наверх. Вот таким образом все бока я обсыпала. Осталось немножко совсем. Здесь у меня чернослив, который я отложила, я его порезала. Здесь уже, конечно, оформляйте кому как нравится. Можете просто-напросто обсыпать орехами без чернослива, и будет все равно очень вкусно. По-моему, нет человека, кому этот торт не понравится. А те, кто любит медовые торты, они вообще будут в восторге. Все остальные орешки укладываем наверх. И уже вот эти оставшиеся кусочки чернослива я тоже уложу, конечно. Сделайте этот торт на 23 февраля, мне кажется, всем понравится. Оставляем пропитаться буквально на 1 ночь. Я его сегодня оставляю, потому что мне он нужен будет утром. И утром я его порежу. Ну что, мои дорогие, вот такой торт у нас получился. И сейчас мы будем резать его и пробовать. Торт мягкий, нежный, легко режется. И на срезе, посмотрите, какой красивый. Бесподобный, очень нежный получается. И мне кажется, он всем понравится. Сейчас упала черносливка, но ничего страшного. Смотрите, какой он мягкий. Ну что, мои дорогие, попробуйте его испечь. Мне кажется, всем понравится, как я уже сказала. Пишите мне, кто знаком с этим рецептом, кто вообще его когда-то выпекал, кто его выпекал именно по моему рецепту, или у вас был какой-то рецепт измененный. Очень интересно. Пишите, что вы хотите увидеть и услышать от меня. Мне это тоже будет очень интересно. И вообще пишите обо всем. Будем прощаться. Всем приятного чаепития. Всех люблю. До новых встреч. Да, и забыла вам сказать, заходите, смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, если, конечно, вам нравятся мои рецепты. Пока-пока. Всех люблю.